Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Какую правду вы скоро узнаете в ближайшее время, а возможно и в ближайшие дни? Какая тайна для вас откроется? Вот давайте заглянем за завесу этой тайны. И помним, конечно, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Тут есть какая-то игра, причем не ваша семерка жезлов, а чужая игра. Это интерес по отношению к вашей персоне со стороны разного рода людей. Я, кстати, не исключаю, что по этой карте, вы знаете, как, вот хочется сказать, какую-то лямку тянете. И вы ведь чего-то явно не видите. По этой карте мы очень часто не видим. Не видим того, что присутствует интерес других персон. Мы не видим, что сами, ну вот как белка, да, говорят, в колесе, которая бежит по кругу, и выскочить она никак не может. То есть мы считаем это правильно, мы считаем, может быть, это соответствует нашим принципам. Ну, как-то так складывается, да, и остановиться у нас не получается. Вот, может быть, вот эта карта и говорит, силы не равны. Тебе сейчас нужно как будто отступить полшага назад. Может быть, буквально только начала перемешивать, да, я ведь вначале мы с вами обычно делаем сигнификацию, то есть это где-то та карта, которая будет рассказывать, кому подойдет наш расклад. Ну, вот так вот спонтанно начался уже наш расклад, и вот именно теперь силы не равны, когда вам нужно на мгновение остановиться. Возможно, вы устали, да, как древние китайцы говорили. Уставшие люди делают ошибки. Опять же, сила привычки, сила шаблона. Мы уже себя настроили на что-то, и мы считаем, что вот именно так и нужно. А может быть, так и не нужно. А вот осмотреться, отдышаться, может быть, и так. Ладно, пойдем с вами дальше. И наш расклад, безусловно, подойдет как и для мужчин, так и для моих любимых девочек, неважно какой возраст. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Что же там у вас за путаница? Во что ж такое вы включились, да, что происходит в вашей жизни прямо сейчас? Кто-то пытается разобраться в определенном вопросе, который для вас, ну, с элементом новизны, или когда вы, может быть, семерка жезлов, если мы говорим, есть, допустим, комплекс, даже хочется сказать, каких-то задач, которые вы себе поставили. Но вот сейчас в вашей жизни идет этап обновления. Очень символично, мои дорогие. Мы ведь с вами задали вопрос, какая тайна либо откроется, либо, может быть, как новость, которую вы узнаете. И я делаю этот расклад у нас только вот буквально недавно, на днях, Плутон вошел в ретроградное движение. И это будет до середины октября, то есть еще долго. А Плутон – это всегда владыка подземного мира, мы с вами говорим, но это владыка тайн, владыка сокровищ. И, может быть, кто-то, пентакли выпали, действительно пытается решить с новым подходом финансовую ситуацию. Кто-то проходит курс обучения, когда вроде бы интерес есть, но что там ждет впереди, вообще непонятно. Второй аркан – мир. Может быть, это вот именно равновесие, баланс какой-то вы пытаетесь установить. Но о вас-то ведь нам карты говорят. Добрый человек, миролюбивый человек, карта мир. Причем вы ведь в своей жизни уже многого достигли. Кто-то скажет, да ничего я не достиг, и словно у разбитого корыта. Мы сейчас не говорим о материальных буквально благах. Это ваши ресурсы, это ваше знание, умение, ваша внутренняя способность себя сконцентрировать, где-то сделать над собой усилия, может быть, и так. Но в своей жизни, даже если вы проходите не единожды вот такой этап, когда надо начинать сначала, потому что по тройке тут как будто именно начало, но тут уже рядом. И это не совсем завершение, хотя это 21-й старший аркан, но это достижение. Очень доброе такая карта, которая говорит, что вы, кстати, тоже способны делиться с тем, что у вас есть. Быть может, даже с тем немалым, что вы имеете, это точно. Человек, который прочно стоит на земле. Король Пентаклей, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. У кого-то из вас, ну вот она, семерка жезлов. Вот, кстати, я не исключаю. Может быть, у кого-то личный семейный вопрос. Или так или иначе, он может быть
личная история, которая перекликается с материальной составляющей. Ну, конкретно, может быть, финансы не решены. Может быть, это для кого-то из вас будет обозначать, ну, есть такой момент, по королю Пентаклей иногда это те персоны, как, например, служащие банка или чиновники, когда вам, возможно, нужно отправиться в какую-то инстанцию, согласовать документ, бумагу, подписать, а то и просчитать, сдать отчет. Но иногда это наши близкие. И, конечно, здесь будет немножко по-разному. У кого-то вполне вероятно, вот как я сказала, вроде бы и личная история, а не решены еще самые насущные вопросы, которые как раз и дают нам уверенность в завтрашнем дне. И вот действительно карта говорит, смотрите, все то, что я сказала по семерке жезлов, да, ну хотя бы остановись. Карта нам сразу дает совет. Отдохни. Вот, мои дорогие, может быть, вы смотрите это видео, ну, и смотрите вроде, и сами себе в голове перебираете, так, что я должна сделать, ну или должен. Мужчины перекладываете на себя. Какая-то мысль вас не оставляет, что, возможно, вот я сижу и смотрю видео, вместо того, чтобы вагон и маленькая тележка каких-то дел переделать. А нам говорят, да нет, вот ты, наверное, не случайно открыл это видео, потому что, может быть, тебе сейчас какая-то информация, которую ты услышишь, или, когда мы смотрим расклады, все же, ну, будем реалистами. Это ж не расписание нашей жизни, правда? Но мы, знаете, как несколько абстрагируемся. Мы начинаем думать, ну, может быть, даже на уровне интуиции, где-то подсознания, когда вот этих выхолощенные конструкции ума или нашего сознания. А сознание – это всегда шаблон. Это на уровне привычки. В общем-то, мы с этого начали. Не дают увидеть какую-то ситуацию или обстоятельства более объективно. Вот у вас как будто, посмотрите, как будто оставь ты на какое-то мгновение. А может быть, ты за это мгновение как раз поймешь, что тебе нужно вообще какую-то тактику изменить. Не подгоняй себя, не торопи. Ведь по семерке жезлов тоже, вот я сказала, силы не равны. Вам сейчас пусть у каждого свой срок, но словно отступить назад. Это не значит, что мы со всеми соглашаемся или наоборот там с кем-то спорим, что-то доказываем. Но вот силы, видимо, не равны, и пока ты как будто не восстановишься, нет смысла принимать как минимум важные решения или выносить какие-то вердикты, что в вашей жизни еще происходит. Ты стоишь на пороге выбора. Ты пока этот выбор не видишь, более того, ты вполне вероятно либо получил или получила какую-то новость, когда, ну, новость я не могу сказать, что плохая, но каким-то образом либо она не вписывается в ваши планы, может быть, это и предложение, может быть, просто даже не новость, а поведение конкретного человека. Или вот эта бумага, может быть, да, кто-то получил именно документ, или, может быть, разговор какой-то состоялся, в мессенджерах написали друг другу. Вот именно вас что-то как и обезоружило, и вообще непонятно, куда двигаться дальше, но и, безусловно, по пятерке кубков как расстроила, точно расстроила тройка мечей. Ну вот есть что-то в вас, что вам постоянно напоминает о нерешенной проблеме или нерешенном вопросе. Возможно, даже это та история, которая тянется много времени, и вот выхода из какого-то лабиринта вы не видите. Карта говорит, что, может быть, вот совсем недавно еще по этому вопросу или по этой теме вы себя чувствовали более уверенно. Но, видимо, совсем, может быть, недавно, днями, сегодня, да, у каждого как-то по-своему. Вы действительно как столкнулись с какой-то преградой или с каким-то сообщением, новостью, когда вы, ну, чувствуете, ну, совершенно нет либо ваших сил, либо нет ресурсов. Вот вы стоите на пороге получения как минимум двух новостей. Два пажа – это у нас всегда, ну, пажи новости, хотя у кого-то это совпадет. Новости, может быть, от ваших детей, я не исключаю. Но здесь одна новость как-то связана будет, скорее всего, документы или, может быть, финансовая история, хотя это, опять же, тут у нас буквально паж рассматривает карту. Может быть, это планирование, поступлю так или поступлю иначе. Но если вы еще не получили или не состоялся какой-то разговор, приятное общение, скорее всего, вас это ожидает. Причем приготовьтесь к этому. Вот с кем вы недавно говорили и получили, ну, вот это разочарование.
на этом все не заканчивается. Скорее всего, вам придется, ну, по какой-то причине, или так сложится, может быть, не от вас зависит, как будто и еще раз с этим же человеком разговор повторить. Вот это точно. Ну, давайте узнаем, что же, может быть, это уже у кого-то состоялось. Одна тема, потом следом еще что-то. Что в вашей жизни прямо сейчас? Пятерка жезлов, вот, ну, нет согласия в товарищах. Нет веры абсолютно, семерка мечей. Нет уверенности в том, что человек говорит правду, а не юлит и не хитрит. Но вот в вашей жизни перемены все-таки не отменяются. Нет, может быть, поэтому нам карта и говорит: ты остановись. Подумай, послушай. Или дай своему телу, может быть, и мыслям буквально отдых. По четверке мечей мы приводим мысли в порядок. Иногда мы приводим и дом в наш порядок, да, выбрасываем хлам, избавляемся, в принципе, от всего того, что нам уже не нужно. Вот, наверное, на первый ряд, и именно этим завершается, как бы, этой подсказкой первые выпавшие карты. Значит, вам некоторый порядок в жизни вот именно сейчас и внутренний баланс, безусловно, тоже нужно восстановить. Вот поэтому, правда, дослушайте расклад, и я очень надеюсь, что у вас какая-то подсказка будет, потому что у вас сейчас колесо фортуны. Когда выпадает эта карта, это фортуна на вашей стороне. Но ведь вот в чем вопрос. Фортуна – это не есть как какое-то предложение, которое мы можем принять, не принять. Ну да, где-то это присутствует, но это ведь часто возможность, или мы называем шанс, но это не выглядит как возможность. Или на шанс вообще не походит, понимаете? Поэтому тут у вас будет складываться какая-то, ну, по крайней мере, или это уже сложилась непростая ситуация, когда вроде и выбор надо делать. Или вы уже этот выбор сделали. Ну, тогда я могу предположить, что у вас есть какая-то помеха к осуществлению то, что вы себе задумали. А может быть, какое-то дело у вас само притормозилось. Вы думали, что это пойдет быстрее, а колесо фортуны говорит: а вот теперь нет. Теперь как будто небеса, высшие силы включаются в вашу задачу или вопрос, и вы на какое-то вот ближайшее время будете зависеть от тех событий, которые происходят вокруг. Все же старший аркан. Или вы будете какое-то время, по крайней мере, можно приготовиться, карты уже подсказывают, действительно общаться с теми людьми, которые вхожи либо в ваш круг, либо вы их знали, либо совсем недавно с этими людьми у вас был контакт. Но это будет для тебя означать новый жизненный этап. Ну, это точно. Ретро-Плутон, мои дорогие. Вот у кого совпадает эта сигнификация, пойдем узнавать дальше. Какую же правду вы узнаете скоро? Какую правду вы узнаете? Какая тайна у вас откроется? Какая тайна? Может быть, как внезапная новость, которую вы еще получите. С чем связано, с кем? Как это придет в вашу жизнь, на ваш порог? Давайте тоже узнаем. Итак, какая тайна откроется? Тайна конкретно нам говорят. Император, вот так. Тайна по поводу человека. Тайна, не обязательно это может быть как конкретный человек, или это человек в виде чиновника, вышестоящего какого-то руководителя лица или представителя власти, представителя закона. Я должна сказать, что ведь по этой карте еще идет наша личная организация жизни. Поэтому тут вам придется что-то реструктурировать, менять. Менять, может быть, свои планы. Менять где-то в связи с тем, что вы совсем скоро узнаете. Или вам с кем-то придется, может быть, проконтактировать. Вполне вероятно, вы какую-то услышите важную новость, даже как в средствах массовой информации, и это будет побудительный мотив вам действовать. И вполне вероятно, кто-то поедет, отправится для того, чтобы разузнать, как мне поступить. Как мне выйти из создавшегося положения? Как мне выйти, словно из серой зоны, как будто и время, ну, приближается, когда пора действовать? Или вы сами где-то понимаете: не могу сидеть сложа руки, иначе перегораю еще быстрее. Но, наверное, тут действовать так, знаете, на импульсе точно нельзя, потому что император нас уже как будто заставляет несколько быть внимательнее к тому, ну, как минимум, к тому, что по закону, или что
как предусмотрено каким-то регламентом. Если это другой человек, может быть, это у кого-то дома такой император, который тоже, ну, всегда командир говорит, вот так делай, так не делай. И договориться, может быть, с ним очень сложно. Но я ведь и не только могу об этом сказать. Если мы спросили, какая тайна откроется. Здесь я допускаю, с учетом рыцаря Пентаклей, в вашем окружении будет тот человек, ну, как минимум, который либо за вас переживает, или, может быть, он не столько переживает за вас, ну, вот, кстати, я такое тоже допускаю, сколько и за себя тоже. Но тут может быть какое-то, как взаимодействие, тандем с конкретной персоной, когда можно объединить и общие интересы какие-то выстроить. Какая тайна скоро откроется? По пятерке мечей тут самое главное не вступить в какую-то конфронтацию. Вы знаете, вы действительно буквально от императора, ну это так условно мы будем говорить, либо это официальный документ, либо это конкретный человек, или, может быть, ту тайну, ту новость, которую вы получите, она ведь и правда будет. По пятерке мечей это у нас был конфликт. Или когда мы не нашли как минимум взаимопонимания, а то и была какая-то более такая громогласная ссора. Но это в прошлом. То есть тут какая-то ситуация из прошлого, тем не менее, она будет именно меняться. И вполне вероятно, вы узнаете что-то, о чем вам конкретный человек не сказал. Или когда, если мы говорим, что это высокопоставленные лица, меняются законы, может быть, вы узнаете тайну по работе, что меняется руководство, меняются какие-то приказы. Причем рядом у нас восьмерка жезлов, карта доброй трансформации, и как вам по сигнификации выпадал аркан старший, колесо фортуны, так и восьмерка жезлов. Это, знаете, карта скорости. И вот тут по-доброму что-то трансформируется, но в каком-то скоростном режиме. Вот буквально совсем скоро. И, кстати, иногда по этой карте проходит одновременно и получение самого по себе известия или бумаги, но точно так же, что нам нельзя терять ни минуты, и как будто и приходится куда-то поехать, может быть, недалеко, возможно, как подняться, перейти в соседний кабинет, да, из своего кабинета в кабинет руководителя и что-то обсудить. То есть вот нам нужен будет какой-то контакт. Будьте к этому готовы. И это нельзя отложить на потом. Хорошо, а какая же тайна-то все же, с чем это связано? Скорее всего, это будет связано жезлы. Здесь может быть и история, тем не менее, по жезлам. Это когда вы много приложили к чему-то усилий. Да, усталость накопилась. Но вот первая карта, семерка жезлов, я говорила, что уже можете из-за усталости не видеть какой-то реальности. Или включились в какое-то дело, а в принципе уже нет смысла там упорствовать или нет смысла, ну, где-то даже поддаваться на уговоры, остановиться. И ведь где-то десятка жезлов и говорит, брось ты эти жезлы. И вполне вероятно сейчас не от количества сделанного или не от количества проработанного, а от качества будет зависеть, как вы сумеете договориться, вот у вас решится какой-то вопрос. Какая тайна откроется. Вот представьте себе, вы себя могли сейчас настроить или недавно на такую нудную, рутинную работу, которая требует от вас много сил или много времени, да, вот как затраты по времени. И вы были уверены, что, ну, вот так вот правильно. Будьте готовы к тому, что вот эта новость, которую вы получите, вот, кстати, на дне колоды семерка кубков, карта иллюзорного успеха. Это как, вот буквально глаза разбежались, да, у нашей ведьмочки. Хочу взять все, а можно взять только один кубок. И вот этот выбор, когда начинается какая-то прокрастинация, а как вот выбрать из всего, как если я хочу все взять, да? Вот такая будет, может быть, непростая новость, которая, с одной стороны, вселяет вдохновение, безусловно, или продолжает какое-то общение, мои дорогие, потому что двойка кубков будет говорить о том, что явно император выпал с каким-то человеком, и нам сигнификации уже карты говорили. Состоялся один разговор, может быть, недавно. Приготовься, скоро будет еще один. Ну, может быть, еще и еще. Но тут вот именно
Может даже сложиться такая история, когда для кого-то из вас, если действительно, ну, есть какое-то контактное лицо, а вы, ну, или, может быть, это связано с любовной даже историей, личной историей, а вы пытаетесь себя как переключить на что-то другое. Но тогда все равно будьте готовы, что, видимо, в ближайшее время, по крайней мере, ну, не сбросите вы со счетов этого человека, это общение. Каким-то образом вам это может быть полезно. Или, может быть, когда через договоры, карта у нас праздника после победы выпадает следующая, когда вы для себя сумеете решить какой-то очень важный вопрос. И для этого именно нужно будет как-то переключить свое внимание с того или с той рутины, которой вы занимаетесь, на что-то иное. И именно, может быть, эта тайна будет связана вот с этим императором. Давайте узнаем. Да какая тайна откроется? 4 пентаклей. Хочется сказать, что тут откроется тайна, или вы поймете, почему в вашей жизни, может быть, получился какой-то период паузы. Или когда вы не могли ничего, ну, поделать, решить этот вопрос. Или когда вы поймете окончательные намерения человека. Вполне вероятно, здесь, правда, диалог важный состоится. Вы можете узнать какую-то важную тайну, кстати. Или, может быть, так сложится разговор, все-таки пентакли. А 4 жезлов – это у нас дела, работа, бизнес. Ну, или пусть бумаги, документы, но все равно это где-то, даже если личной жизни касается, то с подсмыслом оформления или каких-то более четких договоренностей. Вот именно по этой части вы скоро получите известие. Вполне вероятно, что какой-то человек раньше он себя не организовал на какой-то разговор, а здесь либо ситуация к этому приведет, или так сложится, как мы говорим, либо все-таки и у человека что-то, нам ведь тут первая карта император выпадает, не рассказывает нам о человеке, то есть что у него за спиной, а сразу как продолжает его участие в вашей жизни. Какую правду вы узнаете в ближайшее время? Нулевой аркан. Я уже где-то об этом говорила. Вы узнаете то, что было у вас действительно скрыто. По Луне это долгое время мы как блуждали в потемках. Но эта карта будет также говорить о доме, о личной жизни, мои дорогие. И в этом случае это очень так по-доброму проигрывается, потому что, по сути дела, это наш тыл. Будьте готовы к тому, что вот и правда, мне хочется сказать, наш расклад, даже если он где-то связан с финансами, деньгами, документами, но в основе-то ведь все равно лежат либо договоренности, либо какие-то чувства, я бы даже так сказала, или какая-то история взаимоотношений, которая длится достаточно долго, не пару дней. И здесь будто реинкарнацию какую-то проходит, может быть, даже двое. И вполне вероятно, какую правду вы узнаете. Да тут то, что мы вообще даже не предполагали по нулевому аркану. Может быть, это совершенно какое-то новое, это будет связано. Как что-то меняется, или у человека меняется, в пространстве, мы говорим, меняется, обстановка меняется. Или пусть это будет, как я уже говорила, в средствах массовой информации. Но как будто точно, вы знаете, не случайно у вас выпало колесо фортуны. Почему, может быть, карты нам и говорили, да ты подожди, не торопись. Тут так может все измениться. Ты сейчас себе построила или построила какой-то план и думаешь, что ну да, планы это дело замечательное. Но вот быть гибче и корректировать их в зависимости от обстоятельств, от ситуации или от того, что у нас банально какой-то разговор вот именно в моменте здесь и сейчас. Сейчас складывается так, что мне нужно этот альтернативный вариант и рассмотреть. Вот к чему-то подобному будьте готовы, потому что ведь всегда 6 пентаклей, посмотрите, пусть я допускаю с учетом рыцаря пентаклей. Я говорила, что есть не только ваш интерес, а и еще и другого человека. Но ведь тут, посмотрите, можно объединить. Тут как будто можно очень красивый сюжет или узор выложить. Тут и есть и победа, ведь это карта победителя. И это карта помощи высших сил, мои дорогие. Высшие силы, значит, как говорят, да, планы Господа всегда лучше наших. Вот, видимо, у вас это будет наиболее активно работать в ближайшее время.
И здесь точно, мои дорогие. Вам само пространство, Вселенная как будто складывает, может быть, так обстоятельства или готовит к тому, чтобы вы совсем скоро к чему-то, от чего-то не отказались, а рассмотрели именно тот вариант, когда, да, с учетом аркана Луна, ты это не просчитаешь. Это где-то на уровне интуиции. Слушайте вашу интуицию. На кону не просто победа, кстати, победа финансовая, потому что все уже пентакли. Хотя это карта баланса такого, знаете, глобального баланса и решения, может быть, многих задач. Но здесь же сама по себе не просто возможность, а выбор правильного направления. Здесь у вас будет что-то продолжаться как минимум 6-8 месяцев. Паш мечей выпадает. Какую тайну ты узнаешь? Вполне вероятно, состоится разговор, и будьте готовы к тому, что, может быть, в этом разговоре, может быть, после этого разговора. Да, вот как говорят, жизнь прожить, не поле перейти. И не бывает в нашей жизни так, что, ну вот, раз, решилась, и прямо так навсегда. Не бывает. Давайте будем реалистами. Потому что обязательно будет какая-то другая заноза, или мы живем среди людей, значит, мы столкнемся с тем, что, ну, либо есть какое-то противодействие, либо есть какие-то сложности, которые нам предстоит решать. И вот что-то подобное, как будто есть и победа, есть и солнце, это карта ясности. И вроде бы казалось, да, даже хочется успокоиться, но будь готов к тому, что ты услышишь или готова какую-то колючую новость. Какая тайна откроется? Наш основной вопрос хочется, ну, может быть, так вот пройти по той развилке судьбы, которая может складываться в ближайшее время, вполне вероятно. Хорошо, последняя карта Паш мечей. Так, какая же тайна откроется для вас? А вы знаете, тут не то, что тайна откроется, а тут сложатся какие-то события. Вот с этой новостью. Я сказала колючая. Она может быть не столько колючая, сколько неожиданная, которая изменит ваши планы. Это может быть связано с решением какого-то человека, но точно так же это может быть связано с какой-то обстановкой. Какая тайна откроется. У кого-то это будет касаться либо заработков, либо денежная, может быть, ситуация, когда, ну, видимо, колючесть она присутствует, потому что может показаться, ну, знаете, как по девятке мечей, карта искаженного восприятия, я не знаю, как мне поступить. Вот она, семерка мечей. Ну, может быть, это такой, знаете, как экзамен жизни. Давайте я еще одну карту достану, чтобы понимать. Вы столкнетесь с той историей, которая отдаленно будет напоминать прежнюю или какой-то прежний вариант. Или, может быть, так вот своеобразное такое дежавю. И вам захочется узнать какую-то правду. Или вы окажетесь в таких условиях, обстоятельствах, когда вам придется и себя как будто собрать воедино, и, может быть, буквально пройти какие-то юридические консультации или понимать, как в отношении вас работает закон. Вам действовать придется, понимаете? Тут не будет никаких эмоций. Хотя по девятке мы можем сказать, что да, как руки опустились, или нам кажется, ну вот опять что-то повторяется. То есть вот такой момент он у вас может быть. Просто будьте к этому готовы. Но это вам дается для того, вы уже прошли какой-то опыт. И поэтому вам дается это как-то сообразно тому, какой опыт у вас есть. Вам именно опыт будет помогать, может быть, по семерке мечей, что-то не упустить. Ведь по этой карте идет значение забрать свое. Но сделать это как-то очень красиво. Вот действительно, тут не на блюде с голубой каемочкой, но поверьте, вам судьба предоставит какую-то возможность, но гибче быть придется. Более того, себя еще и подстраховывать как будто юридически. Может быть, вы столкнетесь даже с тем человеком, который вам еще дополнительно может принести такую, ну, тоже рыцарь мечей – это не душка, да, будем говорить. Это не тот человек, который наделен эмпатией. Это человек такой колкий, да, который, в принципе, по этой карте, это, знаете, где-то как искатель правды или между искателем правды и бунтарь без причины. Вот что-то такое может быть. А тем не менее, вот правда в его словах, может быть, это будет и девушка, женщина. Вот приготовьтесь к тому, что правда будет.
Она вот эта колючая, да, правда, тем не менее вас, может быть, заставит действовать как-то неожиданно и изменить планы. И одновременно придется договариваться. Более того, для вас на кону будет стоять какой-то очень важный выбор. И я не исключаю, что у кого-то этот выбор может быть связан с местом жительства. Может быть, это семья, личные темы, вопросы. То есть, если мы спрашивали девятка мечей, карта сомнений, где-то неуверенности, искаженного восприятия, а ведь это может быть связано с тем, что вы не собирались или даже более того, какой-то уже вердикт вы могли вынести по конкретной ситуации, по конкретному человеку, и вот сама судьба вас заставит что-то менять. Будьте к этому готовы. И в этом будет для вас смысл. Но все карты говорят о том, что это непростой путь. Как будто вот, да, мечевые карты. Это ведь мечи, это всегда интеллект. Когда мы думаем, анализируем, снова думаем, просчитываем, может быть, и на бумаге в том числе, как нам тут что распределить или чем лучше воспользоваться. А ситуация у нас находится между неожиданностью и выбором. Вот как-то так. Не удержусь, давайте спросим, на пороге каких событий вы стоите. Вот это да, вот тут что-то запутанное. Нам, конечно, карты говорят, что тут, видите, здесь могут фигурировать и финансы. Если мы спросили, какая тайна откроется, то здесь может быть и юридический какой-то вопрос, и финансовая или денежная тема. Но тут еще и вопрос либо личной жизни, либо личных договоренностей. Какое-то Соломоново решение вам придется принимать. И новостей-то тоже будет много. Но, мои дорогие, будьте готовы к тому, что это у вас как путь к солнцу. Ладно, на пороге каких событий вы стоите? Что подскажут карты? Карта отшельник. Вообще, это карта вашей независимости. Это карта, когда вам никто не мешает. Как будто отшельник получит какую-то новость. Возможно, посмотрите, аркан сила. А вот кто знает, здесь могут быть двое сложных людей, которые каждый живет по своим правилам, по своим внутренним законам. И карта сила. Иногда мы говорим карта женской силы. Отшельник – это тот человек, который, правда, может быть, очень долгое время был один. Хотя это и в одном лице точно то же самое может быть. Но может быть как двое разных людей, которым, а вот действительно, попробуй договорись, отшельник и карта сила. Но договориться можно, потому что по аркану сила – это высший пилотаж дипломатии, мои дорогие. Но тут явно будет объединять людей какая-то новость как минимум. Или что-то, то, что им двоим интересно. Посмотрите, восьмерка мечей выпадает и говорит о том, что... О, как говорит. Что вот правда, мы как будто раньше думали, либо дело какое-то завершилось, или у нас одни преграды, или нас постоянно судьба словно ставит как в центр какого-то кругового забора, да, из мечей. А на самом деле мы, ну, где-то, может быть, и были к этому предпосылки, но с завязанными глазами словно находились. И вот на смену этой восьмерки мечей идет десятка кубков. Казалось бы, тут есть какой-то минус, о котором вы даже думать не хотите. Или есть тот минус, который был прежде, и, безусловно, вас еще эта мысль не отпустила. Так вот, сама судьба будет менять. Или судьба, мы говорим, обстоятельства какие-то так будут складываться, что придется вам что-то передумать, мои дорогие. Потому что первый аркан отшельник, а тут как будто и карта сила. Как будто из какого-то сложного союза. Я не говорю про любовь, хотя я это допускаю. Но опять же повторюсь, тут, видимо, более сложный вопрос. Тут не только на уровне чувств что-то решается, а тут может сопутствовать, повторюсь, и юридически как документы, или какие-то сами по себе пункты закона, или это у кого-то может быть еще и финансовая тема, а в конечном-то итоге все стремится к тому, чтобы вы были счастливы. И если жизнь, ну, может быть, нас так переключает резко или переключает, когда вот был один разговор, да, с человеком, я сказала, приготовьтесь, будет еще один.
Но помимо всего этого, тут еще вы столкнетесь совсем скоро, что и обстоятельства начнут как-то быстро меняться. Но в итоге это все не случайно. Потому что для вас как будто будет, конечно, будет зависеть и от вас самих, насколько вы будете готовы с кем-то взаимодействовать, или, когда это необходимо, возможно, действовать тоже быстро, насколько мы тут проявим дипломатию. Но то, что возможность, как шанс быть счастливым, решить, может быть, ну, даже несколько вопросов, потому что емкая карта, она может опять же и финансы, и договоренности включать, но и взаимоотношения тоже. Но, по сути дела, это карта счастья. Поэтому, даже если каким-то сложным путем вы сейчас идете и думаете, ну, почему вот так все сложилось, а вы лучше у себя спросите, ну, ведь зачем-то же мне это все нужно. Ну, значит, какой-то путь вы совсем скоро преодолеете. Хотя я допускаю, может быть, с учетом как минимум, да, ретро-Плутона, мы об этом заговорили. Это как середина октября. Но я точно так же допускаю, но если мы немножко об астрологии, у нас еще и конфигурация Сатурна, у нас до 11 декабря. Но это не сейчас, он в прямом движении. С конца июля уйдет Сатурн как владыка кармы. Ну, Плутон – это тоже планета трансформации. Вот представляете, какие у нас до конца 2026 года проходят трансформационные перемены в жизни каждого из нас. Поэтому у кого-то решится до середины октября какой-то вопрос, а у кого-то, ну, буквально, наверное, к Рождеству, будем говорить так. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные и добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.